Итак, запишу небольшое видео про Wander. Это такая штука для Oculus Quest 2 и Oculus Go, которая позволяет вам использовать панорамы Google для просмотра. То есть оно работает на базе Google Street View. Если вы где-то на компьютере посмотрите интересное вам место, у него есть панорама на Google, скорее всего оно будет здесь. В данном случае я показываю район, где я живу, это Брянск-Советский район. На ПК есть аналог. Это Google Земля, Google Earth в Steam. У меня есть и на канале обзор, и на сайте обзор. Вот когда дорогу делали 2 года назад. Вот. Но в чем плюс вот этого, то что он сразу ставится нативно на шлем, тебе не надо запускать никакой стрим с компьютера. А я специально показываю то же самое место, что и на том ролике, чтобы можно было сравнить Google Землю и вот это. Это решение от сторонних разработчиков, но использующее те же самые карты. Вот. Что тут есть? Ну, понятно, перемещение по панорамам на курок. Можно поворачиваться телом, можно дискретным поворотом на стите. Вот, сейчас переместимся к памятнику летчикам. Вот он. Наш замечательный самолет, который я прохожу каждый день. Так, что тут есть у нас? На левом таче у нас есть несколько... Ну, во-первых, здесь есть мини-карта, которую можно перетягивать при желании. У нас есть информация о месте. У нас есть голосовой поиск, но он работает только на английском. И я, когда пытался даже Москву найти, Москов, он достаточно криво это ищет. Возможно, у меня произношение хреновое, возможно, поиск хреновый. К сожалению, обычный поиск тут тоже работает только на английском, поэтому все названия вам придется вводить на английском. В предыдущую локацию добавить в закладки я добавил, пригодится. Посмотреть достопримечательности рядом. Ну, Брянск, я не знаю, что тут нам найдет. Сам Брянск, Балову, машиностроительный завод. Да, так себе достопримечательности у нас тут. Рандомная локация. Хорошая штука есть историческая сводка, таймлайн. То есть можно, например, загрузить. Ну, понятно, что оно будет не для всех мест. Можно загрузить, например, за 2012 год, июль 12. Сейчас у нас июль 19. Посмотрим, что нам покажут. Вот. То же самое место. Мы можем посмотреть, как это выглядело здесь. Сколько там, 7 лет назад получается. Да? Ага. Только при этом почему-то он меня опять кинул. Ну, видимо, не для всех мест есть, например, за 12 год. Вот там было, а здесь не было. Ну-ка, 13-й. Да, в принципе, так и есть. Вот можно посмотреть, что здесь когда-то были деревья, а потом их уроды спилили и сделали дорогу шире. Это печально. Так, что еще? Ну, понятно, можно перемещаться. Можно перемещаться. Так, можно включить ambient звук, но почему-то он у меня... А, вот, работает. Я пробовал, не получалось. Для пущего, так сказать, погружения в звуки природы, звуки города. Индорс, я не знаю, что это. Ну-ка. Ничего не слышно. Ладно, пусть будут звуки города. Так, что еще дальше? На B и на Y у нас вызываются одна и та же менюшка. Вот эта менюшка. Здесь у нас есть профиль наш, закладки, которые вот они открыты. Почему-то, кстати, дважды они. Хотя я вроде один раз добавлял, можно лишнее удалить. Да, согласен. Есть, собственно, поиск. Сейчас поиск. Вот она, эта карта. Ее можно зумить. Плюс-минус тут и тягать. Можно включить вид со спутника. Если кому-то так удобнее, синим показаны места, где есть панорамы. То есть можно уменьшить еще. И куда-то там... Ну, понятно, они есть не везде. Где-то есть, где-то нет. Компас. Я, кстати, не знаю, что... А, компас, видимо, перемещает нас в эту локацию. Как я удачно переместился на какое-то кладбище. Так. Ну, тыкаешь, оно сразу тебе что-то прогружает. Да, кстати, здесь есть такая вещь, как мультиплеер, грубо говоря. Вы можете приглашать своих друзей, которые у вас, либо вступить в чью-то комнату. Я не буду сейчас этого делать. Можно создать свою комнату и, я так понимаю, друзей из Oculus сюда позвать.
я не буду этим заниматься. Discover — это набор популярных, интересных мест, которые вам предлагают посмотреть. Ну, например, что у нас там? А как это открыть? Как это открыть? А вот так это открыть. Чтобы карту убрать, не карту меню, опять B или Y нажимаем, оно исчезло. Нужно покрутиться или встать. Встану. Нужно прямо целиком смотреть. Ну, в принципе, это обычные Google панорамы, просто гораздо удобнее. Я чего стал-то все записывать? Сейчас он со скидкой продается там в Oculus Store 500 рублей вышло. В принципе, понятно, что можно бесплатно через Google Землю загружать, но это надо включать компьютер, загружать Steam, загружать трансляцию через Airlink или Virtual Desktop, или что вы там используете. У людей замазаны лица. Вот. А тут тебе нужен просто интернет и квест. Ну или там Oculus Go, если у кого-то он есть. В отзывах писали, что где-то есть настройки режима на одну руку, чтобы все это делать одной рукой. Я почему-то не нашел здесь вообще никаких настроек, кроме вот того, что я показал. И даже когда профиль выбираешь, Help — это просто обучение. Это не то. Вот, что еще? Да, голосовой поиск. Москва. Ну, сейчас даже наш, тогда, когда искал, у меня не работал. Ну, вот он нам нашел какой-то район Москвы. Восточный, получается. Возможно, кто-то из вас тут живет. Вот такая простая, ну-ка сейчас тут что-то простая приложуха. Вот даже есть какое-то описание этих достопримечательностей Косвена. Но, правда, все на английском, опять же. Можно перейти. Отличные достопримечательности, я вам скажу. Прямо лучшие. Я так понимаю, это какие-то новостроечки. У нас такое тоже есть, только в меньших масштабах. Вот. Но на самом деле я считаю, что данное приложение должно быть на квестах, ну, у любого, просто потому что это одна из тех вещей, для которых, в принципе, эти шлемы и придуманы. Как, например, там смотреть YouTube в VR или там фильмы смотреть через видеоплеер. Вот смотреть панорамы с любой точки мира, в принципе, тоже, мне кажется, хорошее применение для виртуальной реальности. Случайная локация, куда он нас кинет. Долго думает. Ну и он нас куда-то тянул. Причем там даже есть замечательные знаки какие-то. Опа. Ну вот. Ну, еще здесь есть что? Здесь есть, я так понимаю, сейчас вызову менюшку. Есть общая комната, где можно просто собраться с приглашенными. Я так понимаю, у него тут один вид. Туда вот выйти нельзя. Такое вот окружение. Здесь перемещение тоже только телепортации. К сожалению. Ну, я так понимаю, что здесь вот можно сесть с друзьями и что-нибудь там обсуждать. Кстати, ну-ка, это что такое? Возможно, здесь можно куда-нибудь попасть тоже. Это я только сейчас увидел. Синий, я так думаю, это что-то... Хотя нет, я думал, посещенное, нет, не посещенное. Ну-ка, Бразилия, что будет? Да, можно оттуда телепортироваться вот сюда. Прикольно. В принципе, тоже удобно. Сама картинка, ну, нормальная картинка, в принципе, четко. Точно не хуже, чем при стриме с компьютера. Может быть, даже получше чуть-чуть. Ну, в общем-то, и все, что про него еще рассказывать. Кому интересно подобные вещи, покупайте. 500 рублей, мне кажется, это нормально. Да, подобное. Да, сделаны тачи от второго квеста. То есть они его даже развивают, это хорошо. Так.